Дорогие друзья, всем большой привет, добро пожаловать на мой канал. В этом видео я покажу, как связать вот такую шаль крючком. У меня это, конечно, не шаль, это просто образец, но здесь рисунок повторяющийся, поэтому вы, конечно же, сможете связать на любой нужный вам размер. Этот образец у меня получился здесь размахом 65 сантиметров, в высоту он у меня вышел 32 сантиметра и здесь по боковой части 48 сантиметров. Но повторяю, вы можете вязать на любой нужный вам размер. У меня это просто образец, чтобы объяснить, показать, как вяжется такой узор. И еще также, это у меня были остатки пряжи, поэтому я комбинировал цвета. Вы можете вязать однотонную или комбинировать совершенно разные цвета. Также такой красивый волнистый узор будет очень хорошо смотреться из пряжи градиентного окраса. В моем случае я вязал эту шаль вот такой пряжей, остатками точнее этой пряжи. В этом моточке 500 метров и он 150 грамм почти. Рекомендованный крючок на него 1,75 миллиметра. Но я вязал крючком 2 мм, можно даже и больше, и пряжей толще, и работа будет идти быстрее, и будет удобнее вязать. В этом мастер-классе я попетельно расскажу и покажу, как вязать такой узор, и также я приложу схему, потому что для новичков, может быть, эта схема может показаться немножечко замороченная. Поэтому, помимо моих объяснений, также я буду прикладывать схему данной шали. А теперь давайте начинать. Для начала работы нам нужно сделать цепочку из 5 воздушных петель. Для этого я беру нить, кладу вот так на палец, вставляем крючок под нить, прокручиваем по часовой стрелке. У нас образуется здесь вот такая петелька. И теперь мы цепляем крючком нить и в эту петлю протягиваем и затягиваем. Этот узелок у нас за петлю не считается. И теперь провязываем 5 воздушных петель. Цепляем крючком нить и выполняем. 1, 2, 3, 4 и 5. Теперь вставляем крючок в самую первую петлю и провязываем соединительную. И вот так мы выполнили кольцо из 5 воздушных петель. Теперь приступаем к первому ряду, выполняем 4 воздушные петли подъема. 1, 2, 3, 4. Как первый столбик с одним накидом. Да, и в этом случае у нас столбик с накидом будет заменяться 4 петлями подъема, не 3, как обычно это делается, 4 петли. И теперь в кольцо выполняем 5 столбиков с одним накидом. Накид. И в это кольцо провязываем столбики. Я сейчас вот этот кусочек нити сюда назад возвращаю и буду его под столбиками прятать. Выполнили накид в кольцо. Вставляем крючок и провязываем столбик с накидом. Первый накид в кольцо, опять второй столбик, третий, четвертый, и 5 столбик с одним накидом. То есть всего у нас получилось 6 вместе вот с этим первым столбиком, 4 петлями. Теперь 2 воздушные петли. И теперь провязываем также 6 столбиков с накидом. То есть вот эти вот 5 и здесь 6 столбиков. Опять сюда же, в это же кольцо. Раз. 2. 3, 4, 5 и 6 столбик с одним накидом. Все, вот так мы завершили первый ряд. То есть у нас здесь получилось 6 столбиков, 2 петли, 6 столбиков. Теперь приступаем ко второму ряду, разворачиваем вязание. И выполняем. Сейчас вот в этот первый столбик нам нужно выполнить 3 столбика.
Первый столбик мы заменяем 4 петлями. Раз, два, три, 4. Накид. И сюда же, в этот же столбик, провязываем еще 2 столбика с одним накидом. Раз. И второй. Все, то есть получается у нас здесь 3 столбика в одном. Перед нами здесь идет 5 столбиков. Мы вокруг каждого провязываем рельефный лицевой. Выполняем накид. Вокруг следующего столбика обхватываем крючком. Вот так сам столбик, то есть не в вершину, а вот так за само тело столбика. Вот так мы обхватили столбик. Уже цепляем нить и провязываем как столбик с одним накидом. Он таким захватом у нас получается рельефный лицевой. Опять накид вокруг следующего. Вот так опять вставляем крючок за сам столбик. Цепляем нить и провязываем столбик с накидом, который получается лицевой. Второй провязали, следующий. Третий. Следующий, четвертый. И следующий, пятый столбик рельефный лицевой. Все, провязали все столбики. Перед нами идет арка из 2 воздушных петель. Мы в эту арку вяжем 2 столбика, 2 петли, 2 столбика. Выполняем накид и в арку из 2 петель выполняем 2 столбика с накидом. Раз, два, 2 воздушные и 2 столбика опять сюда же, в эту же арку. Раз. И второй столбик. И здесь вяжем то же самое, что вязали с этой стороны. 5 лицевых столбиков у нас идет. Раз. Два. Три. 4. И 5 столбик рельефный лицевой. Здесь перед нами идут 4 петли подъема. Мы в 4-ю воздушную петлю подъема провязываем, вот как мы с этой стороны вязали, 3 столбика. Накид, то есть здесь у нас было петли подъема и 2 столбика, всего 3. Накид, и здесь ищем крайнюю петлю, 4-ю получается, и провязываем 3 столбика с одним накидом. Раз. Два. И 3-й столбик. Все. Таким образом мы завершили 2-й ряд. То есть вот у нас по краям по 3 столбика, здесь по 5 рельефных лицевых, и здесь посередине 2 столбика, 2 петли, 2 столбика. Теперь приступаем к 3-му ряду, разворачиваем вязание. И так же, как и в предыдущем ряду, выполняем сначала 4 воздушные петли подъема, накид, и сюда же в этот же столбик вяжем еще 2. Раз. И 2-й столбик. Далее вяжем 9 столбиков с одним накидом по одному в каждый следующий столбик. Накид, следующий столбик, столбик с накидом. Раз, в следующий. 2, в следующий. 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9-й столбик с одним накидом. Перед нами идет арка, мы в нее вяжем так же, как и в предыдущем ряду. 2 столбика с одним накидом,
Раз, два. 2 воздушные петли и 2 столбика опять сюда же. Раз, два. И здесь также в зеркальном отображении провязываем сперва 9 столбиков по одному. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 столбик с одним накидом. Здесь у нас идет крайний столбик, то есть в этом случае петли подъема, мы в него провязываем 3 столбика с одним накидом. Раз, два, три. Все. Таким образом мы завершили третий ряд. Вот что у нас здесь получается. Теперь приступаем к четвертому ряду. Как обычно, мы разворачиваем наше вязание и провязываем 3 столбика в этот первый столбик. Первый столбик мы заменяем 4 петлями подъема. Накид и сюда же еще 2 столбика. Все, провязали в один столбик 3 столбика с накидом. И здесь мы выполняем вокруг каждого столбика рельефный лицевой накид. Вот у нас идет следующий столбик. Мы вокруг него выполняем рельефный лицевой. Опять накид вокруг следующего. Рельефный лицевой. Мы уже так вязали. И здесь мы вяжем этот ряд следующим образом. То есть вокруг каждого столбика мы вяжем рельефный лицевой. В арку, как обычно, 2 столбика, 2 петли, 2 столбика. И с этой стороны также все лицевые столбики. И в последний, в петле подъема у нас идет 3 столбика. Как обычно. 3 в конце и 3, точнее 3 в начале и 3 в конце. Здесь у нас 2 столбика, 2 петли, 2 столбика. А здесь вокруг каждого рельефный лицевой. Итак, вот я провязал ряд до конца. По краям у меня по 3 столбика. Здесь везде лицевые. Здесь 2 столбика, 2 петли, 2 столбика. Можно немножечко вот так нашу работу растянуть, чтобы у нас столбики все встали на свои места. Вот, все у нас ровно получается. И у нас лицевая сторона — это вот это, где у нас здесь вот такие ребристые полоски получаются. Это у нас лицевая сторона нашей шали. И теперь мы приступаем к 5-му ряду. Как обычно, мы разворачиваем нашу работу и выполняем первые 3 столбика. Первый — это у нас 4 петли подъема, накид сюда же в этот же столбик 2 столбика. То есть у нас всегда здесь в начале 3 столбика и в конце 3 столбика. Все, и в этом ряду мы выполняем просто обычные столбики с одним накидом. В каждый столбик идет у нас в следующий, раз, в следующий 2 и так далее. Мы провязываем просто по одному столбику в каждый столбик. И здесь у нас на углу, как обычно, в арку 2 столбика, 2 петли, 2 столбика. И здесь также в каждый по столбику с одним накидом. И в конце, в 4-ю петлю подъема, у нас идет также 3 столбика. И так провязываем ряд до конца. Теперь приступаем к 6-му ряду. Разворачиваем работу. Как обычно, 4 петли подъема, 2 столбика сюда же. Провязали 3 первых столбика. И здесь у нас будут лицевые столбики. Накид. И вокруг каждого следующего столбика провязываем рельефный лицевой столбик. Все. То есть здесь у нас идут лицевые в этом ряду. Все, провязываем здесь все лицевые столбики
в арку, как обычно. 2 столбика с накидом, 2 петли, 2 столбика с накидом. Опять все лицевые столбики и в конце, в 4-ю петлю подъема, 3 столбика с одним накидом. Вяжем таким образом ряд до конца. Итак, провязали 6-й ряд до конца. Теперь приступаем к 7-му ряду, разворачиваем вязание. И этот ряд у нас будет точно такой же, как и предыдущий. То есть вначале мы, как обычно, провязываем 4 петли подъема и 2 столбика с одним накидом сюда же, в этот же столбик. 3 в начале, 3 в конце у нас как обычно. Все, а здесь у нас идет накид, и вокруг следующего столбика вяжем рельефный лицевой столбик. Накид опять вокруг следующего. То есть все то же самое. Вокруг каждого столбика выполняем рельефный лицевой столбик с одним накидом. Все, вяжем так ряд до конца. Вокруг каждого рельефный лицевой, в арку, как обычно, 2 столбика, 2 петли, 2 столбика, рельефный лицевой, и в конце, в 4-ю петлю подъема, 3 столбика с одним накидом. Вяжем таким образом ряд до конца. Провязали 7-й ряд до конца, разворачиваем вязание, приступаем к 8-му ряду, и опять этот ряд у нас будет точно такой же. Выполняем 4 петли подъема, 2 столбика с накидом сюда же, в этот же столбик, провязали 3 первые столбика, как обычно. Все, и здесь у нас пошло накид. Вокруг каждого следующего столбика выполняем рельефный лицевой столбик с одним накидом. Накид и вокруг следующего рельефный лицевой. Все, рельефный лицевой вокруг каждого столбика, как обычно. И здесь у нас 2 столбика, 2 петли, 2 столбика и 3 столбика в конце. Вяжем так ряд до конца. Провязали 8-й ряд до конца, теперь приступаем к 9-му ряду. Разворачиваем вязание. С этого ряда у нас начинаются изменения. Выполняем сейчас 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. И сюда же, в этот же столбик, вяжем еще 2 столбика, но столбики без накида. 1 и 2 столбик. То есть у нас также здесь 3 столбика, только у нас 3 петли подъема и 2 столбика без накида. Теперь выполняем 1 воздушная петля. Пропускаем следующий столбик и в следующий вяжем столбик без накида. 1 воздушная петля. Пропускаем следующий столбик и в следующий полустолбик выполняем накид. Вставляем крючок в столбик, то есть один пропустили в следующий, вставляем крючок, вытягиваем нить, и теперь вот эти 3 петли мы провязываем сразу вместе. Это у нас получился полустолбик с накидом. 1 воздушная, накид, пропустили следующий столбик, в следующий столбик с накидом. 1 воздушная, пропустили следующий столбик и в следующий столбик с 2 накидами. Пропустили в следующий столбик с 2. 1 воздушная, опять 2 накида на крючок, пропустили следующий и в следующий столбик с 2 накидами. 1 воздушная, и здесь уже вяжем в зеркальном отображении. У нас идет столбик с накидом. Накид, пропустили следующий и в следующий столбик с накидом. 1 воздушная, пропустили следующий и в следующий полустолбик, накид, и провязываем вот эти 3 петли все вместе. 1 воздушная, пропустили следующий и в следующий столбик без накида.
Опять 1 воздушная. Пропустили следующий, в следующий столбик без накида. И теперь провязываем опять вот этот наш узор. 1 воздушная, накид. Пропустили следующий, в следующий полустолбик с накидом. Провязываем 3 петли вместе за один прием. 1 воздушная, столбик с накидом. Пропустили в следующий столбик с накидом. 1 воздушная, 2 накида. Пропустили следующий в следующий столбик с 2 накидами. 1 воздушная, 2 накида. Пропустили в следующий столбик с 2 накидами. 1 воздушная, накид. Пропустили в следующий столбик с накидом. 1 воздушная. Пропустили в следующий полустолбик. 1 воздушная. Пропустили следующий и в следующий столбик без накида. 1 воздушная. Здесь у нас остался 1 столбик, мы его пропускаем и в арку провязываем 2 столбика без накида. 1, 2. 1 воздушная петля. И теперь вяжем то же самое, только теперь с этой стороны. Сейчас 2 столбика без накида. 1 воздушная. Пропустили вот этот первый столбик в следующий столбик без накида. 1 воздушная. И у нас идут вот эти наши волны. Накид. Пропустили в следующий полустолбик. 1 воздушная. Накид. Пропустили столбик с накидом. Воздушная. Пропустили столбик с 2 накидами. 1 воздушная. Пропустили столбик с 2. 1 воздушная. Пропустили столбик с накидом. 1 воздушная. Пропустили полустолбик. Воздушная. Пропустили столбик без накида. Воздушная. Пропустили столбик без накида. И идет опять волна. 1 воздушная. Пропустили полустолбик. 1 воздушная. Пропустили столбик с накидом. Воздушная. Пропустили с 2. Воздушная. Пропустили опять с 2. Воздушная. Пропустили с накидом. Воздушная. Пропустили полустолбик. Воздушная. Пропустили столбик без накида. Воздушная. Пропустили этот крайний. И здесь уже в воздушные петли подъема вяжем сперва 2 столбика без накида. 1, 2. Накид и столбик с накидом. 2 без накида, 1 с накидом. Вот такой у нас получился ряд. Растягиваем все вот так руками аккуратно, чтобы у нас все петли столбики встали на свои места. И вот таким образом мы завершили ряд. Теперь приступаем к 10-му ряду, разворачиваем вязание. И так же, как и в предыдущем ряду, выполняем 3 петли подъема. 1, 2, 3. И сюда же, в этот же столбик, вяжем еще 2 столбика без накида.
Раз. И 2. То есть так же, как мы начинали предыдущий ряд. Теперь у нас перед нами здесь идет 2 столбика без накида. Мы в каждый вяжем также столбик без накида. Раз. И в следующий второй столбик без накида. А далее мы повторяем точно так же, как и вязали в предыдущем ряду. 1 воздушная петля. Все арки одной петли мы пропускаем. У нас идет сперва столбик без накида. Мы в него вяжем столбик без накида. То есть мы все столбики повторяем. 1 воздушная. Здесь у нас был полустолбик. Мы в него вяжем также полустолбик. Провязываем здесь все петли. И пошла у нас здесь вот эта волна. 1 воздушная. Здесь идет столбик с накидом, в столбик с накидом. То есть вяжем столбик в столбик, арки пропускаем. 1 воздушная. Здесь у нас идет столбик с 2. Провязываем. Столбик с 2 накидами. 1 воздушная. Столбик с 2 накидами в следующий столбик. 1 воздушная. Столбик с накидом. Воздушная. Полустолбик. Одна воздушная. Столбик без накида в столбик без накида. 1 воздушная. Опять столбик без накида в следующий столбик без накида. 1 воздушная. Опять у нас идет вот эта волна. Здесь у нас полустолбик. 1 воздушная. Столбик с накидом. Воздушная. С 2. Воздушная. Опять с 2. Воздушная. С накидом. Воздушная. Полустолбик. Воздушная. Столбик без накида. В столбик без накида. 1 воздушная. Здесь у нас в арке было 2 столбика, 1 петля, 2 столбика. Мы вяжем также по столбику в каждый столбик. Первый столбик без накида. И второй столбик без накида. Здесь у нас была арка 1 воздушной петли. Мы в нее вяжем столбик без накида. 2 воздушные. И еще 1 столбик без накида. То есть в эту арку 1 петли столбик без накида, 2 петли, столбик без накида. Здесь у нас идут также 2 столбика без накида. Далее. То есть тут мы уже вяжем в зеркальном отображении 1. И в следующий 2. Вот так. И далее у нас пошла вот эта волна. Выполняем 1 воздушная петля. Столбик без накида в столбик без накида. 1 петля. Полустолбик. Одна петля с накидом. 1 петля с 2 накидами. Петля с 2 накидами. 1 петля, столбик с накидом. Петля, полустолбик. Петля, столбик без накида.
петля, столбик без накида, петля, полустолбик, петля, столбик с накидом, одна петля, столбик с двумя накидами, одна петля, опять столбик с двумя накидами, одна петля, столбик с накидом, одна петля, полустолбик, одна петля, столбик без накида, одна петля, и здесь у нас идут крайние столбики. Провязываем столбик без накида 1 и столбик без накида 2. И уже в третью петлю подъема мы провязываем 2 столбика без накида и столбик с накидом. Все, то есть по краям у нас 2 столбика без накида, столбик с накидом. Так же, как в начале мы делали 3 петли подъема и 2 столбика без накида. Все, здесь у нас потом пошло 2 столбика, 1 петля и пошли волны. Распрямляем вот так немножечко нашу работу. Вот что у нас получается. И таким образом мы завершили ряд. Теперь приступаем к 11 ряду, разворачиваем вязание. И здесь у нас начинается так же, как мы и раньше вязали, 4 воздушные петли подъема. 2 столбика с одним накидом сюда же, в этот же столбик. Раз и 2. И здесь мы вяжем столбик с накидом в каждый столбик и в каждую арку одной воздушной петли. Накид, перед нами идет столбик без накида, в него провязываем столбик с накидом. Накид, столбик с накидом в следующий столбик. Накид, столбик в следующий столбик. Накид, столбик в следующий столбик. От начала ряда вместе с воздушными петлями подъема у меня получилось сейчас 7 столбиков с одним накидом. Здесь передо мной идет арка одной воздушной петли, мы в нее провязываем столбик с накидом. Затем столбик без накида, мы в него также столбик с накидом. Идет арка, мы в нее столбик с накидом. Затем у нас идет полустолбик, мы в него также провязываем столбик с накидом. Столбик в арку. Здесь у нас идет столбик с накидом, также в него столбик с накидом. Вяжем в каждый столбик и в каждую арку. Идет арка, затем столбик. Арка. Столбик. В арку. В столбик. Сейчас я провяжу вот здесь до угла в каждую арку столбик с накидом и в каждый столбик столбик с одним накидом. Провяжу сейчас до угла и здесь вернусь. Итак, я провязал столбики с одним накидом до вот этого нашего угла. И я пересчитал, вы тоже пересчитайте на всякий случай, от самого начала вместе с воздушными петлями подъема всего должно получиться 43 столбика с одним накидом.
Если вдруг вы не досчитались столбика, не переживайте, не обязательно распускать здесь все эти столбики, искать, где вы пропустили. Провяжите в какой-нибудь столбик или в какую-нибудь арку не один столбик, например, а 2 столбика. Ничего страшного, в общей работе, уже в конечном результате этого не будет заметно. Главное, посчитайте то, что от начала вместе с петлями подъема до угла 43 столбика. Так, здесь передо мной идет арка 2 воздушных петель. В эту арку вяжем 3 столбика, 2 петли, 3 столбика. Накид и провязываем здесь 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 2 петли и 3 столбика сюда же, в эту же арку 2 воздушных петель. 1, 2 и 3 столбик с одним накидом. Все, здесь у нас повторяется, вяжем в зеркальном отображении, то есть в каждый столбик по столбику и в каждую арку также столбик с одним накидом. Я здесь уже в принципе вязать не буду, я думаю, что все здесь понятно. Вяжем по столбику в каждую арку и в каждый столбик, и в конце в 3-ю воздушную петлю подъема мы провязываем также 3 столбика с одним накидом. И также по завершении вы пересчитайте, чтобы тоже получилось 43 столбика, не считая вот этих, которые мы здесь вязали. 3 столбика, 2 петли, 3 столбика. Вот здесь у нас 3 столбика, 2 петли, 3 столбика и здесь 43. Провязываем таким образом ряд до конца. Итак, провязали ряд до конца. В конце, как обычно, выполнили 3 столбика с накидом. И я пересчитал, у меня все здесь сошлось. То есть у меня по 43 столбика с каждой стороны, не считая вот этих, которые здесь у нас 3 столбика, 2 петли и 3 столбика. Вот, не считая этих 3, 43. И сейчас я поменяю цвет. Это делать, в принципе, не обязательно. Если вы хотите, вы можете продолжать вязать этим же цветом. Но я сейчас поменяю цвет. Я сейчас здесь просто вот так сделаю, как бы соединительную вот такую петлю. Обрежу нить. И здесь я крючком просто вот эту петельку вот так нить вытягиваю. Все. И здесь затяну. Вот я поменяю сейчас цвет. Он немножечко потемнее, чем этот. Я также, как в начале работы, просто сделаю петлю. Все вот так. И затяну ее. Просто вот так узелок. Все. И здесь мы разворачиваем работу. Начинаем следующий ряд. Это у нас 12-й ряд. Вставляем крючок в первый столбик. Если вдруг вы поменяли цвет, провязываю столбик без накида. И у нас здесь, по идее, должно быть 4 воздушные петли подъема, но я здесь сделал уже столбик без накида. Выполняю еще 3. 1, 2, 3. Все. И сюда же, в этот же столбик, еще 2 столбика с одним накидом, как обычно. То есть провязываем вот эти 3 столбика первые в первый столбик. Все, и здесь мы вокруг каждого столбика выполняем рельефный лицевой. Накид. Вокруг следующего столбика обхватываем наш столбик и выполняем столбик с одним накидом, рельефный лицевой. Опять накид, рельефный лицевой вокруг следующего столбика. Все, то есть здесь все просто, мы так уже вязали. Провязываем рельефные лицевые столбики вокруг каждого столбика. Я здесь уже вязать не буду. И здесь, то есть мы провязываем все рельефные лицевые. И здесь посередине, в углу в нашем, мы в эту арку провязываем как раньше. 2 столбика с накидом, 2 петли, 2 столбика с накидом. Опять столбики рельефные лицевые. И в конце ряда также 3 столбика с одним накидом. Вяжем так ряд до конца. Итак, провязали 12 ряд до конца, теперь разворачиваем работу, приступаем к 13 ряду. Этот ряд у нас будет точно такой же, вот как здесь мы первый вязали, вот с этими нашими столбиками. Здесь мы поднимаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И сюда же в этот же столбик 2 столбика без накида. 1 и 2. 2 столбика без накида. Теперь 1 воздушная петля,
Пропускаем следующий столбик, столбик без накидов, следующий столбик. И здесь у нас пошла наша вот эта волна, одна воздушная. Пропустили следующий, полустолбик в следующий. Одна воздушная. Пропустили следующий, столбик с накидом в следующий. Одна воздушная. Пропустили столбик с двумя накидами. Одна воздушная. Пропустили опять столбик с двумя накидами. Воздушная. Пропустили столбик с накидом. Воздушная. Пропустили полустолбик. Одна воздушная. Пропустили столбик без накида. Одна воздушная. Пропустили столбик без накида. Одна воздушная. Пропустили полустолбик. То есть здесь у нас опять начинается вот эта волна. И давайте сейчас самостоятельно провяжем здесь до угла. И тут у нас должно получиться 3 такие волны. Если в предыдущий раз у нас здесь было вот так 2 волны, здесь у нас будет 3. Вот так 1, 2 и 3. Провяжем сейчас до угла, и здесь в этом месте я вернусь. Итак, провязали до угла. Вот у меня получилось 3 вот такие волны. Здесь у меня получилось, вот я закончил вот эту последнюю волну. Здесь полустолбик, воздушная, столбик без накида. И у меня остается последний столбик, который мы пропускаем. Я выполняю здесь также одна воздушная. И вот в эту арку мы вяжем 2 столбика без накида. Одна воздушная петля и опять 2 столбика без накида сюда же. Все, и здесь мы вяжем уже в зеркальном отображении, вот так же, как мы здесь только что провязали. Одна воздушная сначала. Пропускаем вот этот первый столбик, столбик без накида в следующий столбик. Все, и пошла у нас опять здесь волна. Одна воздушная. Пропустили. Здесь у нас идет полустолбик. Опять одна воздушная, пропустили, столбик с накидом. Все, сейчас давайте провяжем самостоятельно также вот эти здесь волны. Не забываем, что здесь у нас столбик без накида, воздушный, столбик без накида и опять волна. То есть здесь 2 столбика без накида, не один. Все, здесь провяжем сейчас вот эти волны, и здесь в конце ряда я вернусь. Итак, подхожу к завершению ряда, выполнил последнюю 3-ю волну. Здесь я закончил столбиком без накида. То есть вот у меня 2 столбика с 2 накидами, с накидом, полустолбик, столбик без накида. Здесь мы после него выполняем 1 воздушная петля. Вот этот мы столбик пропускаем, предпоследний и последний, это у нас воздушные петли подъема. Мы в них провязываем 2 столбика без накида и столбик с накидом. Все, таким образом мы завершили ряд. Подтягиваем, немножечко растягиваем. Вот у нас потихонечку начинают вырисовываться вот такие волны. Теперь приступаем к 14 ряду, разворачиваем работу и выполняем 3 воздушные петли подъема, как столбик с накидом, и сюда же в этот же столбик 2 столбика без накида. 1 и 2. Затем у нас идет 2 подряд столбика без накида, мы провязываем по столбику в каждый столбик. 1 и 2. И затем у нас идут вот эти наши волны. Выполняем 1 воздушная петля, столбик без накида в следующий столбик без накида. Здесь аккуратно, внимательно. Арку мы пропускаем, столбик без накида в столбик без накида. 1 петля, полустолбик в полустолбик.
1 петля, столбик с накидом, в столбик с накидом, затем 1 петля, столбик с двумя, 1 петля, столбик с двумя. То есть здесь мы повторяем вот эти наши волны также. Вот как мы здесь уже все провязывали. Все, я здесь сейчас провяжу до угла, и здесь на углу я вернусь. Итак, провязали до угла. Здесь я вот выполнил последнюю волну. У нас здесь получается 2 столбика с двумя накидами, с накидом, полустолбик, столбик без накида. После этого столбика без накида здесь у нас по рисунку идет 2 столбика без накида, которые у нас были в арке. Мы в каждый также провязываем по столбику. Раз и 2. Затем у меня здесь арка одной воздушной петли. В эту арку мы провязываем столбик без накида. Здесь арка у нас маленькая, незаметна она. Мы в нее провязываем столбик без накида, 2 петли и столбик без накида. Все, далее мы вяжем опять то же самое в зеркальном отображении. У нас здесь 2 столбика без накида, которые были в арке. Мы провязываем первый и второй. Затем у нас столбик без накида. И идет 1 воздушная, полустолбик. Одна воздушная и пошли. Столбик с накидом, с 2 накидами. То есть опять вот эти наши волны. Все, то есть вот так у нас здесь получается. Все, сейчас с этой стороны также провязываем то же самое. И здесь в конце я вернусь. Итак, подхожу к завершению ряда. Провязал последнюю волну. Здесь у меня 2 столбика с 2 накидами, с накидом полустолбик, столбик без накида. После этого столбика у нас идет 1 воздушная петля. Здесь 2 подряд столбика без накида. Вот он первый. И здесь второй. Здесь уже воздушные петли подъема предыдущего ряда. Мы в них вяжем. Здесь, конечно, все плохо видно. Мы здесь цепляем петлю. Все, провязываем в нее 2 столбика без накида. И столбик с накидом. Два столбика без накида, столбик с накидом. Все. Вот так у нас получается. Потихонечку наши волны появляются. Вот, вот у нас лицо. Вот здесь лучше видно. Вот так. Все, таким образом мы завершили ряд. Теперь приступаем к 15 ряду, разворачиваем вязание. И этот ряд у нас будет, вот как здесь мы вязали столбики с 1 накидом в каждую арку и в каждый столбик. Сперва выполняем, как обычно, 4 воздушные петли подъема. Накид и сюда же, в этот же столбик, еще 2 столбика с 1 накидом. Раз. И второй. Затем у нас столбик, в следующий столбик, в следующий, вяжем так в каждый столбик по 1 столбику с 1 накидом. От начала ряда у меня сейчас получилось 7 столбиков вместе с петлями подъема. 7 столбиков. Накид. Здесь уже передо мной идет арка 1 воздушной петли. И мы пошли вязать в арку столбик с 1 накидом. И в следующий столбик. Затем опять в арку и в столбик, в арку и в столбик. Мы уже так вязали. Сейчас я провяжу вот здесь все это дело. Вот эти все столбики здесь до угла. Самостоятельно также давайте провяжем в каждую арку по столбику и в каждый столбик по столбику. Когда я подойду сюда к углу, я пересчитаю все столбики, сколько у меня получилось, вернусь и скажу.
Итак, я провязал все столбики здесь до угла. Скажу вам честно, я где-то один столбик потерял. Я по схеме посчитал, должно быть 59 столбиков. То есть вместе с воздушными петлями до угла 59 столбиков. Я пересчитал, у меня получилось 58. Я не понял, где я его здесь потерял. На самом деле такая схема замороченная, если честно. Но ничего страшного, я здесь в каком-то месте просто, вот здесь. Я провязал вместо одного столбика 2 столбика здесь. Все, и у меня получилось 59. Поэтому, если вдруг у вас также, ничего страшного, добавьте где-нибудь просто один столбик. И теперь здесь перед нами идет арка 2 воздушных петель. В эту арку мы выполняем 3 столбика с одним накидом. Раз. 2. 3. 2 воздушные петли и 3 столбика опять сюда же. Мы уже так вязали, то есть здесь уже раппорт схемы у нас повторяется. Три столбика, 2 петли, 3 столбика. Все, и здесь мы вяжем опять то же самое в зеркальном отображении. В каждый столбик по столбику и в каждую арку по столбику. И всего здесь у нас должно также получиться 59 столбиков. Вы пересчитайте. И здесь в конце ряда также мы в самый последний столбик, в этом случае здесь у нас петли подъема были, мы в них провязываем, как обычно, 3 столбика с одним накидом. Все, всего пересчитайте 59, чтобы было. Итак, я провязал здесь ряд до конца, и я буду снова менять сейчас цвет. Все, вот так мы закрепили нить. Беру нить другого цвета, делаю наш первый узелок. Просто узелок, вот так. Все, и теперь мы приступаем к 16 ряду. Разворачиваю вязание, вставляю крючок в первый столбик здесь, провязываю сперва столбик без накида и еще 3 петли, 1, 2, 3, и еще 2 столбика с одним накидом сюда же. То есть 3 столбика, если вдруг вы провязываете одним и тем же цветом. Так же, как обычно, 3 столбика в первый столбик. Все. Далее у нас вокруг каждого столбика идет лицевой столбик. Выполнили накид. Вот у нас идет следующий столбик. И мы вокруг него провязываем рельефный лицевой. Все. То есть мы уже так вязали много раз. В принципе, я думаю, тут больше показывать нечего. Все, и я всегда буду менять цвет на том ряду, где у нас начинаются рельефные столбики. То есть вот я сейчас провязываю этот рельефный ряд вот этим другим цветом. Потом следующие вот эти ряды я провязываю также этим же цветом. И когда у меня будет опять следующий ряд рельефный, я снова буду менять цвет. И таким образом можно провязывать шаль до любого нужного вам размера. Схему я прикладываю, в принципе, здесь показывать больше нечего, ряды у нас все повторяются. И еще вот такое наблюдение, то есть с каждым следующим рядом, когда у нас будут ряды просто со столбиками, с накидом, то есть где мы вяжем в арку и в столбик, у нас с каждым вот этим раппортом увеличивается количество столбиков. То есть если здесь мы когда вязали, у нас было 43 столбика с накидом, здесь мы когда вязали, у нас было 59, то есть у нас увеличивается на 16 столбиков. Вот здесь у меня уже 75. Когда следующую волну я провяжу, у меня будет 91 столбик с одним накидом. И так с каждым вот этим раппортом вот эти ряды со столбиками с накидом увеличиваются на 16. Это чтобы вы сверялись, чтобы у нас узор сходился. Вы можете просто пересчитывать на всякий случай и тем самым себя проверять. Все, то есть здесь на стороне у меня сейчас 75 столбиков вместе вот с этими первыми тремя. Все, а здесь в арку на углу я еще не вязал. Здесь у нас по схеме идет 3 столбика, 2 петли, 3 столбика. То есть без вот этого угла 75. И здесь я решил попробовать вязать не в арку и в столбик, а я вязал сразу по 2 столбика в арку. Так быстрее и намного легче.
То есть, если нужно вязать один столбик в арку, один столбик в столбик, я сразу в арку провязывал 2 столбика, чтобы мне не целиться в этот столбик. Здесь все цепляется, неудобно и занимает больше времени. А здесь в арку сразу 2 столбика провязали и все. Все, и таким образом провязываем шаль до нужного размера. Поставьте этому видео лайк, если оно вам понравилось, если нашли для себя порцию вдохновения, мне будет очень приятно. Подпишитесь на мой канал, если вдруг вы еще не подписаны, и поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные мастер-классы. А с вами был я, Эд, до скорого!